преддверии президентских выборов, назначенных на март 2024 года, Владимир Путин встретился с семьями погибших в Украине российских военнослужащих. По сценарию такая встреча должна демонстрировать особую заботу президента, партии и правительства о вдовах и сиротах погибших. Пытаясь изобразить трогательность в голосе, Путин сообщил, что, оказывается, семья – это традиционная российская ценность. Хорошо бы, чтобы это было именно так, как это звучит в путинском скорбном спиче. Но от этой трогательности в голосе возникает гадкое ощущение смысловой лживости путинской заботы о российских семьях, ощущение того, что российская семья – это на самом деле не та ценность, ради которой существует Путин и его чиновники. Ощущение того, что интонация путинского голоса совпадает с интонацией библейского змея, предложившего Еве съесть запретный плод. Путинский рай, который он обещал погибшим, обернулся вдовством для жен и сиротством для детей погибших. Заменят ли путинские сатрапы мужей для несчастных жен и отцов для осиротевших детей? Как вы считаете? Но именно о такой замене и говорит Путин. Он говорит, что его встреча с вдовами и сиротами погибших должна стать ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами, то есть с вдовами и сиротами, были мои коллеги, повторяю, говорит Путин, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые при необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. Так говорит Путин. Это о чем? Это о том, что рядом с российскими вдовами и сиротами постоянно будут находиться те, кто послал их мужей и отцов на смерть. Какой нормальный человек будет искать утешения и поддержки у тех, кто стал причиной их горя? Мерзость того, что произошло в Новоогарево, поражает своей циничностью. Но, как бы ни тяжела была утрата, в конце концов стоит понять, что погибших ни Путин, ни его коллеги не воскресят. А мысли о том, что погибшие мужья и отцы попали в обещанные им Путиным райские обители, являются беспочвенными фантазиями, вызванными банальной путинской ложью. И еще раз о традициях и ценностях России. На самом деле, воплощением этих традиций и ценностей является сам Путин и его, так сказать, коллеги. У Путина есть семья? Нет. Свою семью Путин разрушил собственными руками. А теперь он же этими же руками разрушает семьи российских военнослужащих, оставляя жен без мужей, а детей без отцов.
что этим несчастным, обманутым им женам и детям предлагает Путин? Он предлагает им свою льстиво-сочувственную речь и суррогат рождественского семейного ужина, где место мужа и отца овдовевших и осиротевших семей занимает нацелившийся на 5-й президентский срок Путин со своими чиновниками. Переполненная горем чаша, которую пьют несчастные вдовы в компании диктатора, вот истинная традиционная ценность России сегодня. Нужна ли россиянам такая Россия? И нужен ли им такой диктатор? Это россияне решат в марте этого 2024 года. Однако горя российских семей кремлевским обитателям много не бывает. Для того, чтобы упиться народным горем, московский патриарх Кирилл повторил сделанный Путиным 6 января акцент на важности русского православия и других традиционных и братских конфессий в России. Имеется в виду ислам, иудаизм и буддизм для российского общества. В отношении нетрадиционных и небратских конфессий российское правительство использует так называемый закон Яровой 2016 года в качестве основания для преследования всех религиозных организаций и церквей в России, включая протестантскую и римо-католическую церкви, которые не являются членами 4 братских конфессий. Как сообщает Институт изучения войны, Русская Православная Церковь используется в качестве инструмента для усиления контроля Кремля над оккупированной территорией Украины посредством систематической кампании религиозных преследований других религиозных общин и наказания членов Русской Православной Церкви, которые не поддерживают российское вторжение в Украину. На фоне продолжающейся российской агрессии против Украины в России продолжает нарастать так называемый мигрантский скандал. 2 российских правительственных чиновника, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и заместитель начальника Нижнетагильского управления полиции полковник Тарас Булгаков выступили в защиту продолжающегося присутствия мигрантов в России на фоне продолжающихся репрессий против них, что вызвало критику со стороны военных блогеров и показало, что у российского правительства, возможно, до сих пор нет единой политики в отношении мигрантов в России. 7 января уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что опасения россиян о том, что мигранты отнимают у россиян рабочие места, совершенно не обоснованы. И заявил, что статистика МВД России показывает, что граждане России совершают гораздо больше преступлений, чем мигранты. Российское издание «Коммерсант» сообщило, что иностранные граждане совершили 2% от общего числа преступлений в России с января по ноябрь 2023 года, ссылаясь на статистику МВД.
Российские военные блогеры резко раскритиковали заявление Титова, назвав его оторванным от обычной российской жизни и обвинив в желании заменить этническое русское население России мигрантами. Другой блогер сообщил, что некие конкретные диаспоры контролируют целые отрасли российской экономики и заявил, что многие мигранты, получившие российское гражданство, совершают преступления уже после его получения, и поэтому такие преступления не отражаются в низкой статистике преступлений, совершаемых иностранцами в России. Российские блогеры также напали на заместителя начальника Нижнетагильского управления полиции полковника Тараса Булгакова, который заявил, что люди делают из ничего большой скандал в связи с инцидентом 29 декабря, когда двое подростков-мигрантов избили этнических россиян в Нижнем Тагиле. Российские военные блогеры утверждают, что российские власти должны отправить Булгакова воевать на Украину, и утверждают, что мигранты представляют контрразведывательную угрозу, поскольку в Нижнем Тагиле расположен крупнейший в России завод по производству танков – Уралвагонзавод. Заявление Титова, в котором он стремился развеять опасения по поводу участия мигрантов в российской экономике, вероятно, является частью усилий по формированию общественной поддержки, продолжающегося использования России труда мигрантов для компенсации нехватки рабочей силы в стране, вызванной полномасштабным вторжением России в Украину. Как сообщается, в 2023 году Россия столкнулась с нехваткой рабочей силы в размере около 4,8 миллиона человек. Однако, одновременно с этим, российское правительство предпринимает нелогичные и непоследовательные усилия по принуждению мигрантов к службе в российской армии и ограничению их работы в России для того, чтобы успокоить ксенофобское, провоенное, российское, ультранационалистическое сообщество. Заявления Титова в защиту вклада мигрантов в российскую экономику, вероятно, отражают взгляды тех частей российского правительства, которые стремятся поддержать российскую экономику за счет труда мигрантов. Российские военные и службы безопасности, в частности, Министерство обороны, МВД, Росгвардия, Следственный комитет и Федеральная служба безопасности находятся в авангарде усилий по принуждению мигрантов к вербовке в российскую армию. Эти органы регулярно совершают рейды в общины мигрантов, чтобы предложить российское гражданство в обмен на военную службу. Также МВД представило российскому правительству проекты законов, направленных на ограничение труда мигрантов с целью заставить их служить в армии. В целом, гуманитарная, внутренняя и внешняя политика России выглядит внутренне противоречивой и такой, которая использует антинатовскую риторику и образ врага в качестве балансира. Такое положение дел дает основание для прогноза роста вероятности возникновения социального взрыва в России, подобно тому, который в 1917 году
повлек смену формы государственного управления и которого так боится Путин.